Добрый день, дорогие раки! Добро пожаловать на мой канал. И это ваш гороскоп на весну 2026 года. Присаживайтесь поудобнее. Гороскоп по декадам. Можно смотреть по Солнцу или по асценденту. Астрономическая весна начинается 20 марта и заканчивается 21 июня 2026 года. Основные события на эту весну: Уран меняет знак, выходит из Тельца в знак Близнецы. Ретроградный Плутон в мае, все как обычно. И, пожалуй, в конце июня Юпитер выходит из знака Рак. Как это повлияет на вас, дорогие, сейчас расскажу. И да, если говорить в целом, то эта весна, пожалуй, время изменений, таких больших, мощных трансформаций для всего мира, да. Ну и лето, естественно, если вы ждете легкого и расслабленного лета, к слову, я его тоже жду, но оно не будет расслабленным, оно будет с огромным количеством аспектов на небе, то есть будет динамичным, будет событийность, поэтому все те, у кого большие планы на это лето, я вас поздравляю. Пришло время им сбываться. И да, а сейчас у нас весна. А совсем чуть-чуть марта у нас осталось. И что можно сказать? Сегодня 19 марта, у нас новолуние, новолуние в рыбах. Как говорится, все то, что находится в рыбах, благоприятно влияет на знак рака, потому что эмоции, стихия похожа. И что здесь у нас получается? Март, если говорить про первую декаду, то, дорогие, здесь, конечно же, время договариваться, время учиться, время расти, время а, построить все те связи, коммуникации в жизни, которые вы хотите, чтобы у вас были, время идти к своей цели. И это, пожалуй, история раков первой декады, а также кармические задачи еще будут у вас играть очень хорошо до 27 июля 2026 года. Северный узел будет идти по первой декаде знака рыбы с девой, поэтому раки первой декады у вас кармические вопросики, и из основных кармических вопросиков как раз-таки на эту весну это обретение того самого фундамента, основания, основательной жизни, которую вы хотите, но боитесь. Здесь, естественно, ответственность за свою взрослую жизнь, за свой фундамент, за свои ценности, за должность, за работу. И здесь основная такая история, чтобы вы росли вверх. В финансовом плане в том числе. Сатурн перешел в знак Овна. Напряженная позиция для раков до апреля 2028 года. Сатурн будет идти по Овну и влиять на раков первой, второй, а затем и третьей декады. А это все вопросы, связанные с фундаментом, приобретением недвижимости, той самой должности, той самой ответственности в жизни. Поэтому здесь, конечно, есть куда расти. Стройте свое состояние, приобретайте недвижимость. Не могу сказать, что у вас это будет легко. Почему? Потому что аспект напряженный будет к вашему Солнцу. Здесь все для того, чтобы повзрослеть. Как правило, напряженный аспект Сатурна к Солнцу – это история нашего взросления, когда нам совсем этого не хочется, да? Мы это не планируем, но тем не менее жизненные циклы нас об этом не спрашивают, хотим мы или не хотим. Это раки первой декады, раки второй декады. У вас, дорогие, сейчас в марте закончил свое ретроградное движение Юпитер. Он сейчас находится в раке во второй декаде. И до 24 марта Юпитер будет в квадратуре с Венерой. Это история, когда хочется тратить деньги на прихоть. Не надо так делать. Хочется тратить на дорогие бренды. Но поверьте, пройдет март, уже даже в последних числах, с 25 будет ощущение, что что-то было потрачено зря.
Здесь захочется спорить, конфликтовать, даже доводить дела решения до суда. Не надо так делать. Напряженный момент испортить свою репутацию, если не остановиться вовремя. Поэтому здесь будьте аккуратны. При всем при этом потрясающее время для того, чтобы расти, продвигаться в работе, в бизнесе, переезжать в том числе, записываться на обучение, думать о поездках, отдыхе. Очень хорошая история здесь раки второй декады, поэтому здесь максимально в продуктивность. Чем больше продуктивность, меньше борьбы из-за каких-то своих моментов, идеалов справедливости, которые, между прочим, относительно для каждого отдельного человека, да. Поэтому здесь продуктивность, все, чтобы было в пользу для вашей жизни. Раки третьей декады. У вас еще конец марта и апрель действует как раз-таки аспект Урана и Тельца. Это гармоничный аспект, который все-таки взаимодействует еще с Сатурном, с Нептуном, с Плутоном. То есть раки третьей декады, у вас очень продуктивная история движения вверх, в рост, новые проекты, новые истории в своей жизни. Главное, они должны быть связаны со стабильностью, не просто эфемерные какие-то мечты, непонятные проекты, куда-то вкладывать деньги и толком не понимать куда. Нет, здесь должно быть четкое понимание, в случае чего возврат ваших средств. То есть это должно быть стабильно, понятно, прозрачно. Захочется, конечно же, в легкости как-то чего-то получить. Уходите от этих историй, от мошеннических историй, но при всем при этом ускоряйтесь, меняйте свою жизнь в развитии. Идите, знаю, что немножечко сложновато. И если где-то в апреле, в конце апреля будет казаться, что не получается, что не идет, то хочу сказать вам, что в мае будет уже достаточно. Вы почувствуете это ускорение, потому что Юпитер из второй декады рака перейдет в третью. И будет все-таки вот эта нотка оптимизма, желание расширения в работе, жить комфортнее, чем вы живете сейчас. Юпитер – это вообще история масштаба, поэтому пользуйтесь раки второй и третьей декады, пока Юпитер до 30 июня 2026 года идет по вашему знаку. То есть Юпитер – это расширение, расширение семьи, расширение себя, своей личности, приобретается масштаб своей личности, если вы человек социальный. Хочется зарабатывать больше, хочется жить лучше, хочется масштаба в прямом смысле, в социальном плане. Это, как правило, увеличение в семье, желание завестись с ребеночком, либо просто желание иметь семью. Тоже очень хорошая история для вас, раки второй декады сейчас в марте и в апреле, и с мая и июнь это раки третьей декады. Переехать из простого района в более благоустроенный. Если ваша работа требует от вас компетенций, то хорошая история вписаться в обучение, новые знания приобрести. Работа с иностранными языками в этот период тоже будет хороша. Поэтому здесь, мои дорогие раки второй и третьей декады, обязательно дерзайте, пока Юпитер находится с вами. Это будет легче, проще и быстрее. Понимаете, о чем я говорю? Если вас зовут в работе в командировку, обязательно используйте этот шанс, говорите «да». Если хочется куда-то съездить, попутешествовать, тоже посмотрите, как это будет влиять на вашу жизнь, потому что аспект Юпитера – это всегда желание переезда, что-то поменять, взглянуть под другим углом на нашу жизнь. Это неплохо, это очень хорошо. То есть март у нас пройдет еще на таких историях, когда хочется подумать о большом, о глобальном, о многом. Завтра у нас 20 марта астрономический Новый год, Международный день астрологии. Завтра, если по Гринвичу в 14 часов 37 минут 48 секунд, если быть точными, Солнце переходит в первый градус Овна, и у нас включается астрономическая весна. Международный день астрологии. Я вас всех поздравляю и желаю, чтобы астрология была тем самым потрясающим инструментом, с которым мы можем спланировать свое будущее, время, деньги, поправить свое здоровье, отношения, любовь, финансы и тому подобное. Ну что, дорогие, март у нас заканчивает свое движение ретроградный Меркурий, но, опять же, продолжится этот март
на всех тех моментах, которые у нас были с 26 февраля, когда Меркурий стал ретроградным. Он в знаке рыбы, а все, что находится в рыбах, благоприятно влияет на раков. Поэтому, дорогие раки первой, второй, третьей декады, здесь, конечно же, вопросики к вам, что вы не доделали, где не договорились, где смолодушничали, где себя обидели, где за себя не постояли. Здесь нужно отстаивать свое мнение, борьбу за свое будущее однозначно. Это раки и первой, и второй, и третьей декады. У раков первой декады борьба за свое будущее идет теперь вместе с Сатурном. Это четкая бюрократическая история, основательная, фундамента, когда вам хочется иметь свое, и это нормально, когда вам хочется быть профессионалом, и это нормально. Да, в начале видео говорила, что нужно для этого взрослеть, а по-другому никак, потому что если мы во взрослом теле, в нас живет ребенок, то ребенок не может зарабатывать те суммы, иметь те должности и быть ответственным, в принципе, по жизни. Поэтому и нужно взрослеть. Взрослейте до своих сумм, до своих должностей, для того фундамента, который вы в жизни хотите для себя построить. Раки первой декады, у вас потрясающая эта история началась еще в феврале, в марте она закручивается, в апреле она будет очень яркая. И здесь вопросы приобретения недвижимости, да, в легкости не обещаю, но если стоять на своем, то получится приобретение автомобиля или же продажа, если вы давно хотели это сделать, но продажа будет идти тоже очень сложненько и, возможно, даже придется цену сбросить. Вот такая история бывает на напряженном аспекте Сатурна, когда нам внутри кажется, что мы как-то продешевели. Вот так. Идем дальше. Март у нас заканчивается мощными аспектами. У нас Венера 28 марта переходит в знак, нет, 31 марта Венера переходит в знак Тельца, и при всем при этом с 28 марта она складывается в квадратуру с Плутоном. И эта история очень хорошая для раков, очень хорошая история для раков, когда хочется зарабатывать больше, когда хочется в отношениях тоже большего. И здесь я не могу сказать, что это как-то плохо. Аспект продлится до 9 апреля, поэтому здесь раки первой декады у вас, конечно же, движение в рост в финансовом плане. Конечно же, на этом аспекте мы можем тоже выбирать не те цели. Поэтому здесь будьте аккуратны, все просчитывайте с калькулятором обязательно, да, просчитывайте еще себя еще разок, чтобы не просчитаться. До 9 апреля такой прям период, когда раком первой декады захочется в такое нечто мощное вложиться, в уровень комфорта, да, посмотрите, посчитайте, сможете, потянете. В принципе, да, нужно действовать, но при всем при этом, дорогие, это общий гороскоп, не все транзиты я вижу здесь, потому что у меня построенное время на общий гороскоп. Вы прекрасно, надеюсь, все понимаете, что у нас 700-800 миллионов раков не могут жить одинаковой жизнью, да, у всех разный уровень мотивации, активности, силы воли, хватки и тому подобное, уровень воспитания в конце концов, да. Поэтому здесь нужно понимать, если у вас свой вопрос, пишите в комментариях свою дату, время, место рождения, либо же приходите на личные консультации. Вот. В режиме свободного времени под видео я отвечаю. И да, раки второй декады у вас по-прежнему в конце марта эта же история с Юпитером продолжается, коммуницируйте, развивайтесь, включайте всю свою деятельность на максимум, подключайте связи, контакты, движения вперед, заключайте сделки, контракты, если вам этого хочется. Движение только в рост, только вперед, тормозить вообще никак нельзя. И да, у раков третьей декады тоже ничего нового не скажу на этот март. Просто продолжайте свои большие планы, новые планы действия вперед. Тормозить нельзя. Чем больше сделаете, на будущее будет получаться хорошо. Приобретение автомобиля у вас тоже может случиться в этот период времени, конец марта, начало апреля. Очень хорошая история.
Поэтому здесь, мои дорогие раки третьей декады, покупка-продажа автомобиля тоже может пройти хорошо. Либо так сделка будет складываться. Опять же, хорошо пойдет новая работа, захочется действовать больше по настроению, по вдохновению. Ну, кто сказал, что это плохо? Ищите в себе вдохновение, развивайтесь, расслабляйтесь, отдыхайте и мотивируйте себя к действию. Раки третьей декады. 2 апреля у нас полнолуние. Полнолуние в весах. День достаточно противоречивый. У нас и Солнце, и Луна в квадратурах к Юпитеру, который находится во 2 декаде знака Рак. При всем при этом у Солнца гармоничный аспект с Лилит, и у Луны тоже. И здесь нужно таки понимать, что разобравшись со своими страхами, потому что Лилит у нас сейчас находится в знаке Стрельца, а это страх провала, страх неудачи, у кого-то наоборот, страх успеха, и если получится, страх жизни лучше, чем у вас есть, потому что не просто так Юпитер идет сейчас по знаку Рака, и у вас абсолютно все есть варианты начать жить жизнью лучше, чем оно у вас сейчас есть. И если вы до этого момента, ну, то есть до записи этого гороскопа, не жили лучше и все только собирались, все только волновались и думали, а что люди скажут. Дорогие, я вам могу сказать, что вот в марте заканчивается этот момент думать, а апрель, если вот так разложить апрель, то до 17 апреля это вообще, когда нужно двигаться только вперед. Вот сейчас говорю всем ракам первой, второй и третьей декады. Только вперед, только к своей жизни, которую вы себе наметили и напланировали, никто ничего просто так не даст. Однако здесь нужно смотреть на свои страхи, потому что страхи, они для того и созданы, чтобы нас остановить, но вы с этим должны благополучно справиться. Здесь аккуратнее в непродуманных планах в начале апреля, в непродуманных планах и не в продуманных тратах. Начало апреля вот такое. Будьте аккуратны, все просчитывайте и двигайтесь вперед. Вот такая история. И могу сказать, что у нас со 2 по 17 апреля очень хорошо работает история движения вперед вообще у раков. Начинает соединяться у нас такой большой мощный стелиум. Это скопление планет, когда они находятся вместе. Меркурий с Марсом, с Нептуном, с Сатурном. Все они сдвигаются к 17 апреля в знак Овна. То есть в 1 декаде Овна будут и очень сильно будут тормошить раков 1 декады на в жизнь своей мечты. Будут сыпаться какие-нибудь отношения, будут сыпаться финансы, будет такая, знаете, встряска, чтобы вы поняли, как наконец-то вы хотите жить. Возможно, будут ссоры, скандалы, конфликты в отношениях, но опять же хочу сказать, отношения, которые... Говорить слово «судьба» это как-то, знаете, как-то легкомысленно, что ли, потому что судьба это то, что мы решаем и выбираем сами на самом-то деле, да, и здесь нужно таки понимать, по каким критериям мы хотим двигаться дальше, да, потому что все-таки астрология это просчеты, и да, здесь понимайте, что если ваши отношения, в них очень много потрясающих совместных событий с вашей второй половинкой, но возникли кризисы, трудности, различные истории недопонимания, вспышки одиночества, и вам кажется, что рядом с вами вообще не тот человек, на ком вы женились, выходили замуж, знаете, что после 10 лет совместной жизни такое бывает, потому что люди устают стараться, и открываются истины наши качества. И вот здесь, как говорится, когда спадет вот эта волна разочарования, истинный ваш вопрос, хотите ли вы продолжать жить дальше с этим человеком, с которым у вас очень много чего. То есть здесь будут спадать очень много иллюзий у раков 1 декады, но опять же, все это для того, чтобы вышли в будущее и не допускали себе каких-то таких сложных моментов, не уходили на дно своих эмоций, в слишком глубокие переживания, потому что это все по большей части жизни, ситуации, они не критичные, они нормальные, они бывают со всеми на самом-то деле, и мало кто
боится честно об этом сказать. Так вот, апрель будет максимально честным для раков первой декады. От этого могут просесть финансы, но опять же, у меня есть большое видео «Любовный гороскоп», и если вы его смотрели, то вы знаете, о чем я говорю. А если не смотрели, то аспект Сатурна – это не просто разочарование, это говорит о том, что разочарование в отношениях, одиночество, это говорит о том, что фундамента у вас нет четкого, за который вас бы держала ваша семья, ваши отношения, и вам нужно нечто большее. На таких же аспектах приобретается недвижимость, на таких же аспектах растется фундамент, люди взрослеют, и зато рядом остается очень надежный партнер, с которым, да, в какой-то момент жизни было сложно, но люди собрались и поняли, ради чего они хотят продолжать жить дальше. Что бы мы ни говорили о каких-то эмоциях, да, о наших иллюзиях и желаниях, но, тем не менее, жизнь – это всегда выбор. И он, если основан на иллюзиях, то мы за эти иллюзии платим потом своим временем и, опять же, разочарованием. Поэтому вот такой будет апрель для раков первой декады. Могу сказать, что пик это будет, однозначно пик будет после 15 апреля. 17 у нас новолуние в Овне. И эту историю тоже нужно понимать. У раков второй декады здесь максимальное движение вперед, в рост. Если вы не движетесь вперед, не развиваетесь, то у вас как раз-таки к концу апреля, с 24 числа начинает вот этот самый аспект Юпитера в прямом смысле, и Марс из второй декады Овна, и Меркурий начинают сыпаться отношения, взаимодействия, коммуникации, приходит чувство неудовлетворенности, разочарования, что вот был момент, я его не использовал, не использовала. И будет такое внутреннее щемящее чувство, но почему же момент был мною упущен? Поэтому, дорогие мои раки, второй декады дерзайте сейчас в марте и в апреле. И даже если в конце апреля будет штормить, ничего страшного, все это только для фундамента, потому что Сатурн в начале мая перейдет во вторую декаду Овна, и будет уже эта история, про которую я только что рассказывала для раков первой декады, работать с вами. То есть если вы на гармоничном аспекте Юпитера не ушли в расширение, а потратили это время для легкости, для тусовок, для романтизма, то придет Сатурн, который скажет: так, нам нужны деньги, нам нужно много денег для того, что я себе в жизни напридумывал. Что напридумывал? А если не напридумывал большие планы и проекты, то, скорее всего, были ранее сделаны и созданы долги, то придется платить по обязательствам. Понимаете, дорогие раки второй декады, и это уже будет такой май. Раки третьей декады, у вас, дорогие, могу сказать, что этот апрель потрясающая история развития, развития в своей профессии в том числе. Здесь история включения себя как личности, как вам хочется жить, как вам хочется любить, сколько вам хочется зарабатывать, уровень комфорта, потому что вот как раз к 17 апреля Венера подтягивается в третью декаду Тельца и становится в соединении с Ураном. И здесь у вас взыграет ваш характер, у вас взыграет свободолюбие, себялюбие, ваш внутренний ребенок захочет выйти, погулять и сказать: а я вот так хочу. Вам захочется больше денег, вам захочется больше возможностей, желаний, амбиций. Я ни в коем случае не могу сказать, что это плохо, вообще нет, но могут просесть ваши отношения, стабильные отношения. Здесь захочется уйти в закат и ничего не решать. Это к 17 апреля, да. Тем более у нас включается еще и новый лунный цикл. С 17 апреля это новолуние в Овне. И до 16-17 мая этот лунный цикл, он будет для вас либо агрессивный, когда вы будете разрушать, да, дорогие раки третьей декады, либо он будет для вас, наоборот, активным, деятельным, стремительным в свое развитие, в свое будущее. И здесь, поверьте, каждый решает, на что потратить свои силы. В конечном итоге мы каждый родились со своей натальной картой, начинка у нас у всех разная, здесь нет хороших и плохих, здесь есть только, знаете, как это сказать, здесь только есть мы, наша сила воли и наш характер, как мы смогли свои э,
плохие, неудобные для нас качества, качества, которые нас разрушают, направить, наоборот, в нужное позитивное русло для того, чтобы развиваться. Ну, например, какое у нас есть качество, которое может нас разрушать? Это лень. Да? На лени кто-то скажет, лень– двигатель прогресса. Бизнесмены такое не могут вам сказать. Понимаете, о чем я говорю? Люди, у которых есть свое дело, не могут вам это сказать. Я человек, который вроде бы, казалось, поставил вот здесь камеру и просто записывает. Нет, мне бы очень сильно хотелось полениться, но искореняю из себя лень для того, чтобы работать, потому что вот да, лень это вот такая история, которая разрушает. Но можно найти примирение своей лени, понимаете, о чем я говорю? Например, вот здесь будет еще качество такое, которое будет к вам очень сильно подходить. Это личная персональная корона. И это история, которую тоже нужно понимать. Раки третьей декады, когда захочется сказать, что так все, я устал, я ухожу, мне вот все здесь надоело, я и так все знаю лучше всех. Поэтому здесь снимайте корону и говорите, что вы еще не все знаете, тогда успех будет приходить еще быстрее. Вот такой апрель, он еще не закончен. После этого периода, да, после этого новолуния у нас в апреле очень яркое, между прочим, событие. Это Уран меняет знак. Он выходит из знака Тельца в знак Близнецы. При всем при этом он это делает в соединении с Венерой в квадратурах на кармических узлах. На кого влияет очень сильно эта история? Очень сильно эта история будет влиять ну, вообще на весь мир. Когда Уран перейдет в знак Близнецы, мы все почувствуем изменения в тех вещах, в которых мы очень привыкли. Это наши связи, контакты, коммуникации, социальные сети, средства связи, логистика передвижения, поездки, образование. Все эти сферы будут очень сильно меняться, поэтому хотим мы этого или не хотим. Прямого аспекта у Урана не будет к знаку рака, да, но всегда будут аспекты соединения с Солнцем, с Луной, с вашими управителями, да, и это всегда будет чувствоваться знаком рак. Всегда будут аспекты через другие планеты, которые, если на вас напрямую не влияют, то влияют на других людей, а мы все взаимодействуем с другими людьми. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому здесь, дорогие, мир начнет очень быстро меняться, где-то обнуляться, где-то потом еще ускоряться и расти, но к этому нужно будет просто привыкнуть. Люди захотят отказаться от отношений, от института семьи, а для знака рак эта история не очень приятная. Вообще, в принципе, для человечества эта история не очень приятная, потому что мы все развиваемся и размножаемся, да, эволюционируем благодаря семьям, благодаря партнерствам, которые у нас в жизни есть. И это будет такой скачок в никуда на определенный период времени, на очень большой, пока люди не одумаются. Но тем не менее, вернемся к ракам. Что у нас будет? Конец апреля будет таким, как мы его спланировали. Он будет, естественно, напряженнее, чем мы его планировали, например, до 20-х чисел, да, потому что там и Уран меняет знак, и резкие изменения в мире все-таки дадут нам такую некую почву для нестабильности. Поэтому здесь прекрасно понимаете, что будет происходить. Очень хорошо будет работать планирование у раков первой декады в конце апреля, у раков второй декады не агрессировать, договариваться, хоть это будет делаться очень сложно. У раков третьей декады здесь все-таки держаться за свою стабильность, за отношения, не тратить финансы по пустякам, не уходить в какие-то мимолетные истории супер заманчивой легкости. При всем при этом вот это конец апреля будет такой период, когда вы будете думать, что же все-таки вы хотите, а Юпитер еще в третью декаду рака не пришел, и это случится только в начале мая, вот прям 2 мая это и случится. Поэтому здесь, мои дорогие раки, третьей декады Юпитер только 2 мая придет к вам, но опять же с квадратурой с Марсом, агрессивным таким волнением, настроением, дерзостью. Будьте аккуратны со своей репутацией, не портите себе жизнь. В целом, что могу сказать по маю, каким он будет? Май включается у нас полнолуние, с 1 на 2 мая у нас полнолуние, полнолуние в Скорпионе, плюсом еще и Солнце и Луна в
квадратурах с Плутоном. Как почувствуют это раки? Ну, для раков это будет такой момент движения вперед, мощность, скачок. Раки первой, второй декады максимально захочется зарабатывать больше, включится ваш внутренний максималист. Это и есть хорошо на самом-то деле. Не вижу в этом ничего плохого. Желание строить бизнес, желание заниматься своим делом, зарабатывать больше денег, построить для себя фундамент, стабильность, и это хорошо. Раки третьей декады, к вам придет Юпитер вот-вот, и тоже пойдет ускорение на более позитивных началах. Опять же, не могу сказать, что май будет очень каким-то сложным, напряженным. Количество аспектов напряженных будет больше, конечно. У нас и Венера в квадратурах на кармических узлах в конце апреля еще, да, первую неделю мая. И потом у нас Венера становится в оппозицию с Лилит, то есть это история страхов за свои финансы, за свои отношения. При всем при этом не захочется каких-то таких серьезных ответственных отношений, захочется легкости, захочется легких покупок, трат, каких-то однодневных знакомств. Не уходите в эту историю, дорогие раки, это может привести к разрушению. Четкие продуманные действия будут держать вас в такой стабильности некой, да. Хотя говорить про май и про июнь о стабильности я в принципе не могу сказать, что это стабильными будут месяцами для нас, понимаете? Месяца эти максимально могу сказать, что нестабильный июль сюда же и станет полегче уже в августовском коридоре затмений с 12 по 28 августа. Вот так. Вот там уже такой более радужный коридор затмений, позитивный, активный, я бы это так сказала. Что касается мая, у нас с 3 мая Венера становится в оппозицию с Лилит. Я уже про это говорила. Будьте аккуратны с отношениями и с финансами, дорогие раки, и первой, и второй, и третьей декады. 6 мая у нас Плутон уходит в ретроградное движение. Кто это прочувствует? Ежегодная акция, как говорится, на полгода до 15 октября. На 5 месяцев Плутон уходит в этом году в ретроградное движение. При всем при этом он уходит в ретроградное движение и совсем-совсем скоро начинает складываться в квадратуру с Марсом. И да, если мы говорим про май, то у нас полнолуние 1-2 мая и новый цикл 16-17 мая. То есть это новолуние в Тельце. После этого в целом могу сказать, что жизнь начнет вот так еще сильнее ускоряться, еще аспектов становится больше, и там усложняется это тем, что квадратура Марса с Плутоном. На кого будет влиять? Влиять будет на раков первой декады, но в положительном ключе. Это аспект, когда человек внутри злится, но зарабатывает больше, закрывает долги, реализует свой внутренний мощный активный потенциал. Эта история очень хорошая. Здесь не уходите ни в какие иллюзорные моменты, дорогие раки первой декады, потому что захочется в конце мая как раз-таки и отношения такие иллюзорные, выйти из стабильности в легкость, какой-то романтизм, идеализация. Поэтому здесь будьте аккуратны в отношениях и в финансах весь май. Раки первой декады. Раки второй декады. Могу сказать, что у вас история с Сатурном, который уже абсолютно влияет на вас. И это май, июнь, июль и август 2026 года для рака второй декады найти работу, в которой будет новая должность, новая ответственность, больше денег. Здесь история построения фундаментальных отношений, брака в том числе, но будет трясти, будет казаться, что все не то, и в работе будет казаться какие-то такие все иллюзии непонятные. Здесь нужно прежде всего подумать,
Реально ли вы правильно оцениваете себя, свою позицию в обществе, дорогие раки второй декады? Все это вас ведет к построению фундамента, приобретению недвижимости, стабильной работы, стабильного заработка, который будет у вас. Что происходит на таком транзите обычно? Это мы взрослеем. Нам это не нравится, но жизнь заставляет нас взрослеть, принимать взрослые, зрелые решения. Это начнется у вас в мае, раки второй декады. И действуйте, двигайтесь вперед вообще не могу сказать, что не нужно здесь останавливаться. Сидеть, ждать, что как-то все решится само, не решится. Раки третьей декады, у вас в мае работает Юпитер, идет по вашей декаде, и май, и июнь он будет идти по третьей декаде рака. Здесь желание расширения, расширение семьи, расширение масштаба своей личности. Можно просто ничего не делать и расширить свое тело в плане лишнего веса, а можно как раз-таки здесь расширить свои компетенции профессиональные в работе, навыки новые, включить в свою работу, подняться в социальном статусе, зарабатывать больше. Это будет очень хорошая история. Плюс расширение в семье для раков третьей декады тоже история очень хорошая на этот май и июнь. А, Новолуние. Новолуние 16-17 мая. Тельце, все зависит от полушария, в котором вы сейчас живете и находитесь. Что могу сказать? Большое скопление планет будет влиять, конечно же, на раков и первой, и третьей декады. Здесь ни в коем случае нельзя тормозить. Нельзя тормозить. На раков второй декады, кстати, тоже влияет это скопление планет через Сатурн. Все только в движение к вашей продуктивности, ответственности. Находите связи, коммуникации. Раки первой, второй, третьей декады. У каждого сказала, как нужно действовать всем. И до 15 июня, до следующего, до включения следующего лунного цикла, как раз-таки здесь двигайтесь в этом направлении. Это продуктивность в работе, это четкие основательные цели, фундаменты. Хотя захочется легкости, отношения захочется легкомысленных, захочется каких-то чувств, эмоций. Но Венера у нас 17 мая находится в квадратуре с Нептуном. А это всегда история иллюзорная, скелеты в шкафу, которые всегда вскрываются. Я говорю раком и первой, и второй, и третьей декады, поэтому здесь будьте аккуратны, потому что все-таки с 17 по 27 мая Венера находится в квадратуре с Нептуном, а с 27 мая по 6 июня в квадратуре с Сатурном. А Сатурн всегда приходит таким честным и неприятным ответом реальности, которая нам не очень нравится. Поэтому не уходите в иллюзии в отношениях, в измены, в необдуманные траты в финансах, потому что в конце мая, в начале июня Сатурн как раз-таки скажет, ну пора платить по счетам. Все должно быть четко продумано, понимаете, о чем я говорю? Поэтому здесь раки первой, и второй, и третьей декады с 17 мая хорошее время договариваться, включать свои связи, коммуникации, думать по-новому, менять свою тактику, но все это должно быть построено на стабильности, на ваше движение в будущее. Тормозить нельзя. И да, если мы говорим про вообще, в принципе, как заканчивается май, 31 мая у нас полнолуние, полнолуние в Стрельце. И эта история очень глубоко уходит своими корнями в реализацию. Боитесь ли вы реализации или нет? Боитесь ли вы успеха, масштаба, получится, не получится? Очень хорошо об этом подумайте в это полнолуние в Стрельце, дорогие раки, потому что все-таки управитель Стрельца находится в вашем знаке, и это Юпитер. И да, после этого полнолуния Венера начинает сближаться, а это со 2 июня Венера начинает сближаться с Юпитером. Очень хорошая история, все это происходит в знаке Рак. Очень хорошая история для вас, дорогие, построить отношения, договориться в тех, где у вас были ссоры, скандалы, моменты, которые вы не хотели видеть, от чего бежали. Поэтому здесь, конечно же, со 2 июня
и сейчас далее скажу, по какое число. Ну, по 13, с 13 числа, правда, у нас Венера переходит в знак Льва и становится в оппозицию с Плутоном, когда в нас такая корона одевается красивая. Но если до этого вы договорились со своей половинкой о продолжении ваших отношений, вы поставили себе цели, поняли, куда вы идете, в каком направлении, то здесь вы, конечно, начнете просто пробивать стены для того, чтобы в вашей жизни стало получаться и появляться все то, что вы хотите. И после Венеры, кстати, в конце месяца июня Юпитер выходит из знака Рак и становится в оппозицию с Плутоном, а это уже аспект очень больших денег. Астрологи говорят, что это аспект миллионеров, миллиардеров, но многие любят почему-то говорить про гармоничный аспект. Не знаю, почему не говорят про напряженный. Конечно же, здесь деньги будут приходить в напряжении, на максималках, но они приходить будут, и суммы это гораздо больше. Поэтому здесь, дорогие мои раки и первой, и второй, и третьей декады, могу сказать, что этот июнь в целом у нас 15 июня новолуние в Близнецах, и здесь нужно договариваться. При всем при этом и Солнце, и Луна в оппозиции с Лилит. Если разберетесь со своими страхами, то получится очень хорошо. Перестань, иди сюда. Да, мой талисман и ваш, дорогие раки, тоже решил побуянить. И да, что еще хочу сказать? Страхи созданы для того, чтобы нас остановить, но при всем при этом в это новолуние Луна с Солнцем будут еще в потрясающих аспектах на кармические узлы, поэтому разбирайтесь со своими страхами, те цели и желания, которые вы хотите, чтобы были в вашей жизни, они у вас будут, если вы будете стремиться. И да, раки первой декады в этом мае, пожалуйста, не уходите в иллюзиях настолько, чтобы в июне не остаться с такими, знаете, своими моментами разочарования, потому что здесь будет очень сильно работать аспект Нептуна, он в 5 градусе с Овна, да, и это история, когда рушатся все наши иллюзии, напряженный такой аспект, либо депрессивное состояние. С этим нужно что-то делать, убирать эти депрессивные состояния, ни в коем случае не давать себе такой масштаб вот этим историям, да, потому что Сатурн, который стабилизирует, он все-таки, хоть и напряженный аспект, но он заставляет что-то делать, а Нептун, он вводит такой романтизм, когда нам страшно, мы не знаем, что делать. Убирайте эту историю, потому что у вас все должно быть хорошо, в принципе, в этом июне. Вам должно быть четко, понятно и реально, что вы будете делать дальше. И опять же, решайте, заканчивается история в июне и в июле прохода кармических узлов по первой декаде. Поэтому, дорогие, решайте, какую жизнь вы хотите иметь, стабильную, яркую, интересную, или все-таки вас вот этот уровень, который есть, он абсолютно устраивает, и здесь нет хороших и плохих, здесь есть только понимание того, чего же вы хотите в этой жизни. Раки второй декады, у вас этот июнь будет продуктивным, очень продуктивным. Сатурн из второй декады Овна квадратурой говорит, нужно приходить к фундаменту, нужно приходить к своей реализации, нужно действовать. Опять же, перебирайте свои страхи, разбирайтесь, почему вам не хочется стабильности, вы всячески от нее уходите. И здесь, конечно же, определенные встряски в вашей жизни в отношениях либо в финансах будут вас к стабильности приводить, потому что это будет единственным ключиком к решению всех проблем. Раки третьей декады, у вас этот июнь заканчивается, в принципе, на гармоничных историях. Здесь Юпитер до 30 июня находится в вашей декаде, плюсом еще в соединении с Меркурием. Это договаривайтесь, все это еще в отличном аспекте с Марсом. Делайте, действуйте, решайте вопросы, двигайтесь в свой масштаб своей личности, расширяйте свою семью, свое имущество, свою работу, свои компетенции, двигайтесь вперед. На месте стоять нельзя. Ну и 30 июня у нас Юпитер уходит в знак Льва, а Меркурий в этот день разворачивается в ретроградное движение, и у раков первой и второй
и третьей декады, и вопросики, которые были весь июнь, снова возвращаются в июле. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому здесь, мои дорогие раки, могу сказать, что эта весна для вас, для того, чтобы вы пошли вперед, наконец-таки развивались, пришли к тем самым основательным планам, целям, те чувства, которые есть у рака. А рак – это семья все-таки, это знак зодиака, который за семью, это за стабильность, это за ценности. И да, здесь будут подвергаться сомнениям многие мысли в ваших же головах, многие же ваши действия, которые от стабильности вас уводили. При всем при этом захочется жить, как хочется вам, с эмоциями, с чувствами, с любовью, с расстановками, хотела сказать. И это то же самое, потому что здесь нужно четко, прекрасно принимать решение этой весной, как вы хотите жить, на каком уровне. Потому что все те благоприятные аспекты, а я их перечислила очень много, и если вы не берете, тогда вы просто проживаете жизнь такой, как она и есть, гармоничные аспекты уходят, и остается такое некое разочарование упущенных возможностей. Не упускайте свои возможности, берите все, что у вас есть, и пока Юпитер в вашем знаке, у вас должно получиться очень много. Вот такой гороскоп, дорогие раки. Я желаю вам потрясающей весны. Двигайтесь вперед. Если остались вопросы, оставляйте в комментариях к этому видео. Увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.